Итак, давайте посмотрим на финальный результат. Тут я посчитал несколько превью. Такое превью. Ну, на мой взгляд, получилась довольно прикольная система. Играться с этим можно бесконечно. Еще раз насладимся. Вот. И давайте посмотрим, как этим всем управлять. Видим, что в TP есть несколько динамических сетов. Метод симулирует. В этом сете симулируется, собственно, низкополигональная машина. Здесь считается деформация кузова, здесь считается разбиение стекла. Присоединяем всякие части к нему и пара вспомогательных сетов, чтобы было удобно за всем этим смотреть. Ну, собственно, я вывел некоторые контролсы сюда. Видно, что все эти сеты можно включать отсюда. Но давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, вот я хотел бы отметить то, что сейчас я вот таймслайдер двигаю. Это все происходит в реал-тайме, никаких тут кэшей. Соответственно, можно включить такая вот штука. Ну, я когда настраивал, я решил, что мне удобнее смотреть некий такой хост трейл. Допустим, я не знаю, то есть изменяю скорость там 10, я вижу моментальный, ну, некий моментальный фидбэк. То есть или я управляю стиринг, это руль. Ну, собственно, я меняю параметры и вижу некий моментальный фидбэк. Ну, там траектория это траектория, понятно. Ну, соответственно, давайте не из камеры посмотрим на все это. Ну вот есть некие дамми начальные, к которым привязана машина. То есть давайте, чтобы далеко это все не симулить долго, просто сделаем какую-нибудь, например, такую симуляцию. Ну, как-то выглядит не очень интересно. Я хочу, чтобы она перевернулась. Давайте чуть повыше. Давайте включим трейлы. Ну и сейчас можно ну, неважно. Допустим, эта симуляция нас устраивает. Я хочу посчитать, так сказать, все остальное. Давайте я выключу хосты. И включу все остальное. Включу давайте, тут мы видим, что есть некоторые параметры. Я хочу, руками надо указывать кадр, когда двери могут открываться.
когда может отсоединяться капот, двери, ну, то есть когда они совсем отлетают от машины, и когда перестает работать двигатель, ну, если она едет, допустим. Также параметр разбиения стекла указывается, когда там отваливаются зеркала, когда разбивается как бы все стекла в машине, и параметры, собственно, размер кусков, на который колется это стекло, это размер волюм-брейкера. Вот. Соответственно, давайте смотреть, когда у нас все это происходит. Ну, вот, допустим, 59 кадр. Очевидно, я хочу, чтобы в 59 кадре отлетали зеркала. В 59 кадре разбивались стекла. И, допустим, в каком-нибудь, соответственно, пусть в 59 кадре открываются двери. То есть мы видим, что, собственно, вот двери открылись. Там, если ставить... Ну, поведение дверей, естественно, как-то влияет на всю эту симуляцию. Как-то она совсем скучно сейчас. Давайте включим хост и снова еще выше, чтобы было что-то поинтереснее. Ну, допустим, что-то такое. Ну, я хочу, допустим, чтобы правая дверь в 110 кадре отвалилась. Ну, собственно, вот мы видим, что дверь отвалилась. Все, допустим, мы все настроили. Сейчас давайте все это обратно включим деформацию, включим разбиение стекла. Отчасти, ну, немножко неудобно. Если уже я считаю деформацию, я предпочитаю отображение низкополигональных групп скрыть, чтобы они не мешались. Вот. И, в принципе, можно посмотреть, ну или посчитать. Давайте попробуем посчитать превью, чтобы было понятно, с какой скоростью это все работает. Ну, давайте с нулевого по какой-нибудь 300 кадр. Ну, видно, что... Так. Ну, только что мы наблюдали глюк, который связан с скинврапом. То есть мы видим, что, так сказать, кузов у меня приделан скинврапом, и он деформится по другому объекту. Вот, и иногда скинврап нужно, чтобы он заработал, его нужно, это при открытии сцены происходит, его нужно перепикнуть. То есть, ну, это неприятно, но не смертельно. То есть, обычно все это запекается там в point cache, и
В принципе, с этим как-то можно жить. Вот. То есть и потом все работает. Попытка номер 2. Да, все заработало. Но, как я говорил, то есть это не реал-тайм, но я считаю, в принципе, довольно быстро. Ну, давайте я тормозну. То есть, в принципе, понятно. Сейчас, кстати, довольно... Ну, сейчас, собственно, все замедлилось, потому что происходит volume break, и мы видим, что мы немного не попали по таймингу, потому что мы меняли симуляции, у нас нужно поменять время, когда разбиваются стекла. Вот. Ну, давайте я нажму на паузу. Ну, посчиталось превью, где-то минуты там 4, наверное, считалось. Я немного поменял. Ну, в принципе, как-то так. Ну, понятно, что все эти деформации это некий фейк. Там по-хорошему надо, наверное, делать как-то по-другому, но тем не менее для каких-то, может быть, не сильно крупных планов, мне кажется, вполне себе сойдет. Так, давайте поговорим про BT Vehicle и как с ним вообще работать, жить. Ну, наверное, все знают, что в пятой версии Syncopatibles появился некий Bullet Vehicle, с помощью которого можно запускать какие-то машинки. Давайте посмотрим, как устроен. Ну, понятно, что для BT Vehicle нужно пикнуть какие-то объекты. И давайте поговорим о том, как эти объекты должны быть организованы и в каком порядке пикнуты и все такое. Вот. Мы видим здесь некий как бы простенький сетап. Давайте посмотрим иерархию. Мы имеем некий root, который dummy, вот он, root, которому залинкованы, собственно, вот эти вот джойнты. Ну, давайте спрячем геометрию. Мы видим, что вот эти вот джойнты, ну, это не джойнты, это просто дамми, которые будут использоваться как позиции для джойнтов. Вот если PageUp нажать, то есть видно, что они все залинкованы на этот главный root. А двери уже залинкованы, собственно, к этим конкретным. Ну, то есть это, понятно, сделано для удобства. Во-первых, можно эти двери как-то там позиционировать, там для задания каких-то начальных условий. Вот. И как бы самое главное, если посмотреть на боди, главное тело, вот оно, к нему залинкованы только 4 колеса. Все, больше к нему ничего быть не должно привязано. Потому что Syncopatibles анализирует иерархию, пикается только один объект, пикается только body. Если посмотреть, да, вот pick object list, он говорит, что типа все пикнутые как бы объекты это car bodies, а все что к ним залинковано, это колеса. Неважно, там, если вы решили дверь залинковать на тело машины, это будет колесо, оно также будет там пытаться крутиться, поэтому
только 4 колеса должны быть привязаны к боди. Ну, надеюсь, с этим я объяснил. Также, ну, давайте. Также надо не забывать, что всем этим объектам нужно делать resetXForm. Вот. Поэтому иначе колеса эти могут там разлететься. Вот, ну давайте попробуем пикнуть наше тело и что-нибудь увидеть. Давайте, ну мы видим, что здесь пустой сет. Я создал группу, названную Carlow. Это низкополигональная симуляция. И здесь мы видим тело, колеса и, соответственно, капот и две двери. Давайте создадим оператор. Ну, я не буду тут мудрствовать. Буду называть как есть. Давайте Operators, Bullet Physics и BT Vehicle. И пикаем объект. Пикаем объект. Все. То есть все, можно сказать, почти готово. Давайте зададим следующее какой-нибудь force. Force будет действовать на всю группу Carlow. Dynamic Force. Я, несмотря на то, что создано уже миллион блэкбоксов, гравитацию я себе так и не сделал. И я подозреваю, что он, скорее всего, где-то закопан в стандартных блэкбокс. Нет, давайте я подглядел, какой у меня форс был. Он был один. И, соответственно, нам нужен сам оператор Bullet Physics. Bullet Physics. Давайте ему пикнем floor node. Так сказать, пол. Вот. Группа у нас будет, вся группа целиком, естественно, указывается. И теперь, собственно, нам нужно задать, если проиграть, скорее всего, сейчас ничего не будет работать. Но ничего не работает еще по той причине, что мы не указали, что куда идет. То есть мы пикнули боди и говорим, что он, то есть это генератор, он создает частицы. Вот, собственно, поэтому здесь есть born particle выход. Мы говорим, что наше тело идет в группу CarBody. Почему-то нужно его перепикнуть, чтобы появились колеса. И колеса идут в группу колеса. Опять ничего не происходит. Ну, давайте решать проблемы по мере постепенно. Очевидно, мы забыли, как в любом почти операторе, связанном с буллетом, нужно указывать то, что считает физику. Ту ноду конкретно, ну, то есть можно это назвать, там, не знаю, Bullet Physics 1, возможно их несколько, и здесь он появится, ну, то есть здесь его нужно выбрать. Мы забыли включить отображение для наших колес. Да, мы видим, что что-то происходит. Что-то довольно странное. Ну, происходит нечто странное. То есть мы видим, что... То есть вроде как машина создалась, покатилась, но колеса где-то в стороне. А на самом деле все нормально. Просто
надо смотреть за масштабами сцены, и у Vehicle есть, грубо говоря, длина подвески. Вот. И у меня здесь все в каких-то очень небольших юнитах, и длина подвески надо смотреть, она у меня там, ну, как вот 0.1. Мы видим, что чудо произошло. Вот машина куда-то покатилась. Также надо, я забыл сказать, то есть когда вы создаете все вот эти вот группы для vehicle, то есть у них, ну, там shape mesh, вот в bullet physics и state active. Вот, если вы создали группу, то у нее по дефолту все залочено, то есть нужно создать параметр. Вот, не забывайте создавать параметр, потому что как бы типичная ошибка людей, которые начинают что-то делать с буллетом, они забывают создать этот параметр, и у них ничего не работает. Просто у меня уже группы были созданы, и там я этот момент миновал. Ну вот, ну давайте я скажу, невеликий знаток буллета, и я его не очень люблю. И я небольшой знаток BT Vehicle в частности. Ну, тут понятно, я не буду быть капитаном очевидностью, рассказывать вещи, которые так очевидны, там типа масса тела, масса колес, вот, длина подвески, жесткость подвески, то есть, ну, help есть, можно посчитать. Где-то здесь в начале был, собственно, стиринг, это управление. Вот она едет. Ну, соответственно, она едет назад, потому что скорость у нее 0. Вот, то есть давайте зададим скорость отличную от нуля, и мы видим, что она как-то ездит. Хотя сделаем, чтобы она... Я хочу, чтобы она свалилась. Ну вот она как-то падает. Продолжает ехать мужественно. Но читайте help, там ко мне обращался человек, у него машина это проваливалась, там есть специальная графа для этого. Вот. Почему моя vehicle проваливается в землю. И здесь что нужно увеличивать stiffness, max travel, это там, максимальный ход колеса на подвеске. Вот, ну, я создал свою сцену, у меня здесь чудо, ничего не проваливается. Вот, хотя, собственно, если какие-то резкие движения, то что-то может, там, если машина падает, колесо может провалиться сквозь землю. И, то есть, вот уже у оператора Bullet Physics у него есть вот число итераций, их там можно увеличивать, вот, и он будет точнее обсчитывать. Также можно увеличивать число вот этих итераций. Ну, на Bullet, я так понимаю, влияет то, что в основном в Bullet. Теперь давайте поговорим про то, как прикрепить двери. Ну, двери или там любые другие части, которые там, то есть как вообще в эту систему внести джойнты. Ну, давайте начнем с одной попытки прикрепить какую-нибудь дверь. Например, вот эту дверь. Давайте здесь же создадим, я позже понятно будет, почему нужно сделать это здесь же. Object Particle, пикнем дверь. О господи, нет. Пикнем дверь.
Да. И почему-то обычно я старался называть вещи своими именами. Давайте я назову. Так, ну, door_r отправляется в группу door_r и instance_shape. Ну, все объекты у меня на уровне GeoInstance. То есть смотрим, мы видим, появился этот объект. Очевидно, нам нужно создать между вот этим и вот этим какой-то joint. Я думал, что отсюда выходит из born vehicle выходит, там как-то выстреливают сразу все партиклы, включая колеса. Там, ну, тело и 4 колеса. Но нет, отсюда выходит только car body. Вот, соответственно, эта дверь, это body, нам нужно их соединить. Вот. Давайте как бы попробуем это сделать. Bullet Physics, BT Joint и дверь у нас будет Particle From и к чему Particle To. Здесь также нужно указывать наш collision, и это у нас будет тип hinge. Я не знаю, как правильно это произносится, но это типа дверная петля, как бы. Соответственно, нам нужно задать для этого joint position и alignment. Собственно, для этого мы будем использовать вот этот вот helper. Давайте создадим стандартный node, пикнем этот helper, который удивительно назван правильно, и зададим word position и word alignment. Position тут нам не нужен. Берем position и берем с него alignment. Смотрим, что получилось. Мы видим, что, ну, дверь, естественно, падает под влиянием гравитации. То есть можно показаться, что она прикрепилась, но нет, она просто падает. Она падает, и мы видим, что никакого джойнта не случилось. Почему это произошло? Но TP вы не можете использовать в одном как бы связанном нетворке два генератора и никак их не синхронизировать. То есть для этого нужно либо использовать, ну это, ну и не шат, для этого нужно использовать BPass IB, чтобы как-то их замесить в один поток, либо, то есть их нужно синхронизировать. Можно это сделать следующим образом. Можно, чтобы вот этот оператор вызывал или включал вот этот оператор. То есть это как цепная реакция. Вот. То есть вот так вот возможно будет работать. Да, мы видим, что случилось чудо, дверь прикрепилась, и более того, она даже как-то правильно себя ведет. Теперь, как этим джойнтом управлять? Ну вот, давайте эту машину ронять вертикально. Вот так. И смотреть, что получится. Ну, давайте, может быть, надо выше как-то. Я хочу, чтобы эта дверь заломилась. Ну, то есть, потому что сейчас нет, не так. Окей. Я все пытаюсь. Ладно, сейчас я на паузу нажму и попытаюсь показать, что я хочу.
Ну, вот мне удалось. То есть я развернул машину и спид сделал 0. Теперь она падает и просто катится под действием гравитации. Мы видим, что дверь открывается, и она, ну, во-первых, она заламывается, и она начинает мешать колесу, и происходят какие-то ужасные неприятные вещи, машина сходит с ума. Вот, нам нужно явно как-то ограничить эту, некий constraint для этого джойнта задать. Давайте это сделаем. Давайте создадим PT joint data. Нет. Не дата. Давайте. Нам нужно, очевидно, вызвать как-то этот joint. Bullet physics. Вызывается все это нодой joint counter. То есть, и мы видим, что не забываем пикнуть bullet physics. А joint counter, я как бы рекомендую относиться к jointам как к некоему типу частиц. То есть вот, чтобы привнести частицы в динамический сет, нужно использовать initiator, да, там, то для jointов joint counter. То есть мы видим, что здесь есть входы для партиклов, но это как бы не обязательно. То есть он работает и без этого. Соответственно, сейчас отсюда будут выстреливать все джойнты, которые есть вот в этом конкретном операторе Bullet Physics. Нам нужно как бы у этого джойнта, то есть мы помним, что наша дверь это был particle from. То есть нам нужно у этой joint даты, то есть мы получили joint, давайте поймем, какие партиклы он связывает. Bullet Physics, опять же, удивительно, но VT joint data. Берем joint, не забываем указывать Bullet Physics. Я не знаю, нужно ли указывать здесь. Давайте укажем. Вот. Нам нужно particle from. Все остальное нам не надо, на самом деле, несмотря на угрожающее количество входов. То есть вот отсюда, возможно, выстреливает, ну, как бы наша дверь. Но потом дверей будет несколько, и там будет, соответственно, непонятно, к какой двери мы обращаемся. Соответственно, нам нужно condition. Наш этот particle from должен находиться в группе. Вот. Теперь мы точно уверены, что как бы мы обращаемся с конкретным джойнтом. Давайте спрячем, чтобы это не выглядело так страшно. И, собственно, опять же, joint data. Берем joint, но теперь мы будем включать это только для нашей двери. Вот. Не забываем указывать physics, выбираем hinge. И, собственно, нам нужно вот эти вот lower angle и upper angle задать. Они от 0 до π, то есть в радианах, и, соответственно, от 0 до 3.14. Создаем float. Так вот. Ну, допустим, как бы π это 180 градусов. То есть сейчас все должно работать. Мы видим, что, ну, к сожалению,
это очень ненаглядный процесс задания джойнтов, но другого я не знаю, вот в конкретно этой ситуации. Вот поэтому давайте просто уменьшим 2. Вот мы видим, что дверца раскрылась до какого-то угла и дальше не идет. 1. Вот. Ну вот мы задали некий как бы лимит на раскрытие двери. Теперь следующая задача. Я, допустим, не хочу, чтобы они открывались, то есть, ну, фактически сейчас этот join, так, ну, он работает с самого начала, и я не хочу, я хочу, чтобы двери, грубо говоря, замки ломались на них в определенный момент. Чтобы они открывались с определенного момента, а не сразу. Там, ну, при ударе, например. Для этого очевидно, что нам нужно просто управлять вот этим максимальным углом открытия. То есть, допустим, нам нужно, чтобы до определенного момента он был там 0. Вот. Ну, соответственно, здесь 0, здесь 0, дверь закрыта. Вот, а потом в какой-то момент это значение там принимало максимальное дозволенное значение, максимальное. Вот это, соответственно, есть здесь стандартный оператор x to 1. Мы говорим, мы будем переключать тип скаляр. У нас будет 2 входа. И давайте condition, time interval. Соответственно, ну, пусть будет, ну, там, не знаю, ну, давайте я выведу его как-нибудь, назову time frame, назову это как-нибудь door open frame, то есть это кадр, с которого дверцы открываются. Ну там пусть он сейчас зададим какое-нибудь число, там не знаю, 30. Вот. И думаем, от 0 до 30 он выдает единицу. Соответственно, вначале мы хотим закрытые дверцы. То есть сюда идет единица. Соответственно, он должен выбирать на вход 1 должен поступать 0. И ну давайте теперь все это дело подадим и посмотрим. Ну, если с логикой не в ладах, то там подключили, подали, видите, не получилось, поменяли входы. Ну вот, давайте, я хочу, чтобы дверцы открывались с 60 кадра. Ну вот мы видим, что до 60 все хорошо, дверца закрыта. После 60 что происходит после 60? Ну, мне кажется, просто нужно поехать в другую сторону. Ну, просто машина сюда заворачивает, и эта дверца прижимается, и она, естественно, не открывается. Давайте попробуем, да, вот, в другую сторону ехать. Дверца закрыта. Раз, дверца открыта. Все работает. Теперь я хочу... допустим, следующая задача. Я хочу в определенный момент, чтобы эта дверца отвалилась. Тут тоже все просто. Это тоже очевидно. Нам тоже нужно для joint задать тип broken. То есть это еще проще. Также берем наш joint.
тоже для данной дверцы. Только теперь нам нужно вход broken. Ну, соответственно, берем какое-нибудь условие. Ну, то есть не какой-нибудь, а time интервал. Соответственно, пусть это будет door detach frame. Соответственно, так. Только это должно быть... я хочу это подать на start frame, а end frame будет пусть у нас бесконечность. Соответственно, начиная с этого фрейма, этот интервал будет выдавать единицы. Ну, то есть нам нужно сейчас два условия соблюсти, чтобы для данной двери и в данном тайм-интервале происходил вот этот, ну, то есть сюда мы будем писать boolean единицы. Соответственно, нам нужно end и давайте прятать ненужное, чтобы не так страшно это все выглядело. Вот. Ну, пусть там, не знаю, 170 кадр. Дверца закрыта. Потом начала открываться. И в 170 кадре она отвалилась. Ну, собственно, вот. Это все, что, наверное, я хотел сказать про джойнты. Я приложу файл свой с готовым ассетом. То есть можно заглянуть, увидеть здесь. Ну, как бы здесь увидеть то же самое, но там для трех разных групп. Я не буду сейчас делать все то же самое для другой двери, для капота. Вот, потому что это все по аналогии и как бы чтобы не утомлять вас многократным повторением одних и тех же действий, вот будем считать, что с джойнтами мы разобрались. То есть и в следующем, ну, собственно, все. С симуляцией, так сказать, нашей прокси-машины мы разобрались. И в следующей части туториала я буду разбирать уже, собственно, систему деформации. Деформации и там разбиение стекла и все такое.